Здравствуйте, приветствую вас на своем канале. Сегодня вяжем повязку тунисским узором галочки. Пряжа в 100 граммах 200 метров, крючок 4 миллиметра. Раппорт узора 4 петли плюс 1 для симметрии, плюс 2 кромочные. Я набрала 15 воздушных петель цепочку и начинаю вязать. То есть первые 2 ряда мы провяжем как обычно, поднимаем петли и будем в обратном ряду закрывать сначала одну, потом по 2 петли. Сейчас набираю из цепочки из каждого звена по петле. Всего у нас на крючке должно оказаться 15 петель. На крючке 15 петель. Закрываю сначала одну петлю, потом по 2 петли. И так до конца ряда. Заканчиваю ряд. И следующий ряд вяжем аналогично. То есть также поднимаем на крючок 15 петель. Вот вместе с этой первой петлей. У нас должно на крючке быть 15 петель. И закрываем сначала одну, потом по 2 петли. Это будут установочные ряды. Последний установочный ряд закрываю по 2 до тех пор, пока у меня на крючке не останется 2 петли. На крючке 2 петли. Теперь пора менять цвет. И будем вязать первый ряд узора. То есть я поменяю цвет, провяжу 2 последние петли установочного ряда вот другим цветом. И 1 петля у нас уже есть. Приступаем. Столбик с накидом. Спускаемся вниз на самый первый ряд. Провязываем столбик с накидом. Следующие 2 петли будем поднимать как обычно в тунисском вязании. Первая петля, вторая петля. Следующую петлю поднимаем из основания бежевого цвета. Снова делаем накид на крючок и повторяем. Спускаемся вниз на самый первый установочный ряд. Провязываем столбик с накидом. Провязали. Следующие 2 петли поднимаем как обычно. Первая и вторая. Следующую петлю поднимаем просто из основания, бежевый цвет. И снова повторяем накид
Спускаемся в первый установочный ряд, провязываем столбик с накидом, провязали. Следующие 2 петли будем поднимать как обычно в тунисском вязании. И следующую петлю поднимем просто из основания. И снова накид на крючок, спускаемся в нижний установочный ряд, в самый первый, и провязываем столбик с накидом. Провязали. И теперь розовым цветом поднимем кромочную последнюю петлю. Вот у нас на крючке 15 петель. Только мы добавили цвет. И закрывать будем как обычно. Сначала одну, потом по 2 петли. Провязали первый ряд узора. Второй ряд узора мы будем сейчас поднимать просто петли, как в обычном тунисском вязании. То есть поднимаем розовым цветом 15 петель. На крючке должно быть 15 петель. На крючке 15 петель, и закрывать будем сначала одну, потом по 2 петли. Закрывать будем до тех пор, пока на крючке не останется 2 петли, чтобы поменять цвет. Сначала закрыли одну, потом по 2 петли до конца ряда, до тех пор, пока у нас на крючке не останется 2 петли. На крючке 2 петли, пора поменять цвет на бежевый. Провяжем 2 последние петли бежевым цветом. Меняем цвет. И приступим к третьему ряду узора. Первую петлю поднимаем как обычно. Следующую петлю из основания вытягиваем розовый цвет. Далее накид на крючок, спускаемся в первый розовый ряд и вяжем столбик с накидом. Провязали. Далее поднимаем 2 петли, как обычно в тунисском вязании. Первая петля, вторая петля. Следующую петлю поднимаем просто из основания, розовый цвет. Далее накид на крючок, спускаемся в нижний розовый ряд, провязываем столбик с накидом. Провязали. Далее 2 петли будем поднимать как обычно в тунисском вязании. Первая петля, вторая петля. Следующую петлю поднимем просто из основания, розовый цвет. Накид на крючок, спускаемся в нижний розовый ряд и провязываем столбик с накидом. Провязали. Следующие 2 петли будем поднимать как обычно в тунисском вязании. Первая петля, вторая петля. И еще осталась последняя кромочная петля, ее тоже поднимаем как обычно. Вот у нас на крючке 15 петель.
третий ряд. Закрывать будем как обычно. Сначала закроем одну, потом по 2 петли до конца ряда. Провязали третий ряд до конца. Вот такой узор вырисовывается. Теперь четвертый ряд. Здесь просто будем поднимать бежевой нитью петли из основания. Всего у нас на крючке должно быть 15 петель. Поднимаем последнюю 15-ю петлю. Вот у нас на крючке 15 петель. И сейчас буду закрывать сначала одну, потом по 2 петли до тех пор, пока у меня на крючке не останется 2 петли для того, чтобы поменять цвет. На крючке 2 петли, меняю цвет, провяжу 2 последние петли розовым цветом. И буду повторять узор с первого розового ряда. Все то же самое. Накид на крючок, спускаюсь в бежевый нижний ряд, провязываю столбик с накидом. Далее поднимаю, как обычно, 2 петли, как в тунисском вязании. Следующую петлю буду просто поднимать из основания бежевый цвет. Снова накид на крючок, спускаюсь вниз, провяжу столбик с накидом. Далее следующие 2 петли поднимаю, как обычно в тунисском вязании. Следующую петлю просто поднимаю из основания бежевый цвет. Далее снова накид на крючок, спускаюсь вниз в бежевый ряд, провязываю столбик с накидом. Далее 2 петли, как обычно в тунисском вязании, поднимаем. И далее следующая петля из основания просто бежевого цвета. Последний столбик с накидом, спускаемся в нижний бежевый ряд. И последняя кромочная петля. Поднимаем розовым цветом. У нас на крючке 15 петель. Будем закрывать как обычно. Сначала одну, потом по 2 петли. Один ряд провязали. Далее повторяем второй розовый ряд, который мы уже вязали. Здесь просто поднимаем петли на крючок. Всего у нас должно быть 15 петель на крючке. И будем закрывать сначала одну, потом по 2 петли. То есть все у нас повторяется. Этот ряд такой мы уже вязали. Это был второй розовый ряд.
На крючке 15 петель. Буду закрывать сначала одну, потом по 2 петли до тех пор, пока у меня на крючке не останется 2 петли, для того, чтобы поменять цвет. Две петли на крючке, пора менять цвет. Перехожу на бежевую нить, провяжу 2 эти последние петли контрастной нитью бежевого цвета. И далее вяжем бежевый ряд. Тоже мы его уже вязали. Сначала поднимаем петлю, как обычно в тунисском вязании, следующую просто из основания. Далее накид на крючок, спускаемся в розовый первый ряд и провязываем столбик с накидом. Далее 2 петли, как обычно в тунисском вязании. Следующую петлю поднимаем розовый цвет из основания, накид, спускаемся вниз и провязываем столбик с накидом. 2 петли, как обычно в тунисском вязании. Следующая петля у нас поднимается просто из основания, розовый цвет. Снова накид на крючок, спускаемся в нижний розовый ряд, провязываем столбик с накидом. Следующие 2 петли поднимаем, как обычно в тунисском вязании. И еще осталась последняя кромочная петля. Теперь у нас на крючке 15 петель. Закрывать будем, как обычно. Сначала одну, потом по 2 петли до конца ряда. Провязали первый бежевый ряд, следующий бежевый ряд будем просто поднимать петли на крючок. Всего на крючке должно оказаться 15 петель. Закрывать будем сначала одну, потом по 2 петли до тех пор, пока у нас на крючке не останется 2 петли, для того, чтобы снова поменять нить на розовый цвет. И так будем продолжать вязать полотно нужной нам длины до обхвата головы в данном случае. Пятнадцать петель на крючке. Закрываю сначала одну, потом по 2 петли до конца ряда, до тех пор, пока на крючке не останется 2 петли, для того, чтобы снова перейти на розовый цвет. Далее продолжаем узор с 1 по 4 ряд до нужной длины, до обхвата головы. Я связала черно-белый вариант. Вот такой он смотрится в черном-белом варианте. Сшивала просто столбиками без накида. Теперь обвязка. Буду обвязку делать с 2 сторон, чтобы повязка выглядела более аккуратно.
буду делать своим любимым способом. Ввожу крючок, получаю на крючке 2 петли, оборачиваю эти 2 петли рабочей нитью и провязываю 2 петли вместе. В следующую петлю основания ввожу крючок, вытягиваю петлю, оборачиваю рабочей нитью 2 петли и провяжу их вместе. И так буду по всему периметру двигаться, обвязывать 2 стороны. Получаем вот такой аккуратный зубчатый край. Это нам позволит сделать изделие более законченным. Вот такая повязка получилась у меня. Творческого вдохновения и вам. До новых рукодельных встреч!